Всем привет! С вами Якимов Игорь. В этом видео поговорим, как вырыть яму в каменистом грунте. Я специально вышел на дорогу, чтобы вы посмотрели, что творится под травой, если ее убрать. Тут ездят машины, потом промывает дождь, и в результате мы видим все камни, что находятся в грунте. Естественно, с помощью обычной штыковой лопаты тут делать нечего. Но есть другие инструменты, которые помогут нам откопать яму. Об этом мы и поговорим в этом видео. Самым лучшим ручным инструментом для копания каменистого грунта является кирка. Причем, если копать нужно много, нужна увесистая кирка массой от 1,5 до 2 килограмм. Недаром золотоискатели рыли свои туннели под землей именно кирками. При покупке особое внимание уделяйте креплению кирки к ручке, так как это самая нагруженная часть. В конце этого ролика будет видео от моего подписчика, как работать с киркой. Следующим инструментом я бы отметил лом. Он тоже должен быть увесистым и применяется там, где большие камни. Ломом их можно разломать на части и вынуть из грунта. Но основное рытье грунта лучше делать киркой. Иногда камни удобнее вынимать гвоздодером, так как им порой удобнее подлезть и подцепить камень. При этом лучше использовать гвоздодеры длиной не менее 60 сантиметров. И уже после того, как вы раздолбили каменистый грунт, вы можете воспользоваться штыковой лопатой или шуфелем, чтобы вынуть из ямы уже раздолбленный грунт. Если к месту работы можно подвести электричество, то задача упрощается. Можно разбивать каменистый грунт перфоратором. Лучше, конечно, разбивать грунт более мощным перфоратором. Пример также будет в видео от моего подписчика. Но при работе нужно заботиться об электроинструменте. Во-первых, не допускайте попадания песка в вентиляционные отверстия перфоратора. Во-вторых, не допускайте попадания грязи в патрон перфоратора. В-третьих, не используйте перфоратор как рычаг для опрокидывания грунта. При этом идет очень большая нагрузка как на хвостовик пики, так и на сам патрон. Поломка патрона может вам обойтись в треть стоимости перфоратора, а попадание песка и мелких камней через вентиляционные отверстия может привести к выходу из строя ротора перфоратора, что обойдется вам еще дороже. Это все не гарантийные ремонты и осуществляется за счет владельца. Я под роликом дам ссылку на статью, где я спорил с фирмой Bosch по поводу гарантийного ремонта. Сейчас посмотрим видео от моего подписчика. Но предупреждаю, обращайтесь с электроинструментом более аккуратно, чем в этом ролике. Вот у нас перфоратор, обычная пика. Нам надо, допустим, сделать какую-то траншею. Все очень просто. Можно киркой. О, ей даже еще проще. Так, теперь попробуем другое место. Вот, если долбить ломом, то он в конце концов застревает на таком вот уровне, ну, полметра. Вот. Самая тонкая сверло, которая есть.
Сверло с легкостью входит в эту землю и выходит. Все, конец. На этом все. Если у вас возникли вопросы, пишите в комментариях. Также прошу вас рассказать о вашем опыте работы с каменистым грунтом. Поделитесь видео с друзьями, поддержите его лайком и до встречи в новых и старых роликах.